Здорово-здорово, братишки-сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает, вы на канале Nix and Play. Победителем прошлого розыгрыша стал Шамшинок 121, поздравляю, призы я отправил на кладовщика кухни гурмана. Следующий розыгрыш благодаря Рэю, спасибо за щедрые подарки для сталкеров, брат. Внимание, этот розыгрыш проходит только для игроков сервера EU1. Для участия в нем нужно обязательно подписаться на канал и написать комментарий не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник. Итоги розыгрыша в следующем видео, желаю удачи. Фарм — это бесконечная и любимая тема обсуждения в нашей игре. Кто-то фармит мутантов, кто-то других сталкеров, это не важно. Тема фарма остается актуальной во все времена. И в этом видео я расскажу тебе, брат сталкер, про локацию, которая лучше всего, на мой взгляд, подходит для этого. Ну а если ты смотришь это видео, значит ты решил плотно пофармить, и тебе обязательно нужен премиум. Он удвоит получаемый опыт и даст возможность лутать больше частей мутантов, или даже вытащить из них наиболее ценный лут, чем все остальные. Он даже переходы с локации на локацию сделает в 2 раза дешевле. В общем, имба. И именно сегодня и специально для тебя я дарю премиум абсолютно бесплатно. Просто вводи промокод Nixon в меню игры и забирай премиум бесплатно. И совсем не важно, где ты играешь, Steam, ВК или Launcher, промокод работает абсолютно везде. Ну а звание лучшей локации для фарма я отдаю Тунгуске. Да, именно ей, и сейчас объясню почему. На этой локации есть абсолютно все. Ты можешь фармить артефакты, части мутантов и получать опыт для своего персонажа через несложные ежедневные квесты. И вишенкой на торте будут очки торговли от отставного полковника, которые ты в следующем сможешь потратить на снаряжение у него же. А теперь я расскажу все в подробностях. Начну с артефактов. Фармить их можно возле аэропорта на Тунгуске. Из вложений тебе потребуется минимум ОЗК, антиратовов и магнитный захват артефактов с батарейками. Если ты приловчишься, то можешь спокойно бегать по этим инфракрасным аномалиям без проблем и не умирать. Насобирав артефакты, у тебя есть выбор, куда их отнести. Рыжему на аэропорт, ученым на эгиду, или же продать тут же на Тунгуске в поселке Радиус медику и никуда не бегать. Следующий фарм — это фарм мутантов. Локация Тунгуска очень богата разновидностями мутантов. На ней водятся зрячие ведуны, расположились они в квадратах А2-4 у разбитого вертолета и Д5-2 у разбитого самолета. Из ведунов выпадают медальоны, которые сталкеры охотно скупают с доски по 5 штук, и реденько ты можешь вытащить антиграф, который можно продать тому же медику на радиусе. Только если соберешься фармить ведунов у разбитого самолета, будь аккуратен. Где-то неподалеку там шастает панцирная верлиока. Это гигантская верлиока, убив которую ты получаешь лапы, ну или же лапу в панцирной верлиоке. Что тоже неплохо, такие лапы на доске стоят дорого и долго не задерживаются. Сталкеры скупают их по 3 штуки с доски. Тунгуска локация заболоченная, и на этих болотах помимо аномалий проживают верлиоки, соседствующие на пару со студнями. Лапы верлиок скупают также с доски по 30 штук за лот, и скупают их охотно, тем более если ты их выставишь на радиусе. Со студни ты можешь выцепить всякий хлам, который может стоить денег, или же пригодится тебе для каких-нибудь квестов в дальнейшем. Кабаны и боровы. Если первых на Тунгуске обнаружить не проблема, то боровов придется поискать. А искать их нужно рядом с егерем, который стоит в квадрате Б82. Боровы на Тунгуске спаунят исключительно ночью. С 22 до 4, по-моему, если я что-то не путаю. Их колени скупают также с доски, и выставлять их лучше всего по 15-30 штук. Искать кабанов и боровов стоит вдоль по квадратам Б8, С8, Д8. Как туда придешь, ты не ошибешься. Все увидишь своими глазами, проложишь свой маршрут сразу же, как только пробежишься по нему один раз. Большие пауки. На их лапы идет огромный ажиотаж, и добываются они сложновато из-за конкуренции. Добыть лапы пауков можно в квадрате С21 и Б21, где есть коконы. Как фармить эти лапы, есть видео на моем канале, заходи и смотри. Эти лапы раскупают сталкеры очень быстро. Советую выставлять по 100-200 штук на доску за раз. Есть у нас на Тунгуске еще и обгоревшие, которые обитают в деревне Г1-4. Если пойдешь их фармить, забирайся как можно выше, чтобы они тебя не одолели. Бьют они очень сильно и больно. С них при прокачанном обыске можно вытащить хорошую и ценную бижутерию, которая в последующем обменивается на электронику у хмыря на ликероводочном заводе. Все вышеперечисленные части мутантов скупаются с доски довольно быстро, из-за того, что от отставного полковника в поселке Радиус есть на них ежедневные квесты. Подробный разбор у меня есть на канале. Поэтому тратить свое и ваше время, рассказывая все подробно второй раз, я не буду. Для того, чтобы сдать квесты полковнику, тебе потребуется 100 лап большого паука, 15 колен борового мутанта, 30 лап верлиоки и 3 лапы панцирной верлиоки. В сумме за все сданные квесты ты получаешь в районе 450 тысяч опыта. Этот расчет идет с премиум. Без него это число можешь поделить на 2. Вот тебе и фарм опыта вместе с очками торговли через отставного полковника подъехал. Еще больше опыта можно нафармить в данжах, но для их прохождения тебе потребуется хорошая команда, которую ты с легкостью найдешь в Discord сообществе Кубик Льда. Тут тебя ждут опытные ребята, которые обязательно помогут с прохождением абсолютно любого данжа или ивента. Не теряйся, а присоединяйся к сообществу Кубик Льда, и квест нулевой экземпляр тебе покажется легчайшим. Ссылка на сообщество в описании и закрепленном комментарии. Также интересный фарм опыта
есть и у штопора, который сидит в поселке Радиус. Но нужно учесть, что квесты психогенераторы капут слизнем ты можешь сдать только тогда, когда проходят соревнования. Узнать о статусе текущего или грядущего соревнования можно на доске слева от самого штопора. Квест только для ваших глаз. Затратный, но если располагаешь суммой, то желательно делать, так как дадут 300 тысяч опыта, а с премиум это будет 600 тысяч. Для того, чтобы открыть этот квест, тебе придется сперва поработать на Сизифа, который сидит в окрестностях Любича на Ямарьке, и выполнить у него в 2 несложных задания. Углубляться в эту тему я не буду, так как в каком-то из недавних видео я об этом уже рассказывал. Если в момент, когда идут соревнования у штопора, ты будешь сдавать квесты полковнику и штопору по КД, то тебе будут даваться еще и очки в соревнованиях. Отследить количество набранных очков можно на доске, которая расположена слева от штопора. Если займешь одно из 3 призовых мест, у меня для тебя хорошие новости. Ты получишь ящики с автоматами АК-100 серии и образца 1974 года. Вдобавок ко всему деньги и дополнительный опыт в довольно большом количестве. Полученная награда зависит от занятого в соревнованиях места. Вот после всего мною сказанного ты сможешь сказать мне, что это не самая лучшая локация для фарма? На этой локации есть все. Медик, оружейник, ремонтник, поставщик, склад, фарм на артефактах, фарм на мутантах, ежедневные квесты для фарма опыта и очков торговли, накопив которые ты можешь купить себе пушку, любое обвесно советское оружие или же хорошие вещи у отставного полковника. Есть переход на другую, более сложную локацию через барсука или того же самого егеря, а именно на караван, где можно тоже неплохо фармить. Также с этой локации можно прыгнуть на аэропорт, чтобы выгодно продать набранные на Тунгуске артефакты рыжему. А если ты не хочешь заморачиваться, то можешь просто их смело продавать медику в поселке Радиус. Локация хорошо скомпонована, она не огромная, все находится в быстрой доступности, не нужно бегать на фарм-точку по полчаса, а потом психовать из-за того, что тебя слил какой-то фрик. В общем, усолить это можно довольно долго. Мое мнение остается пока неизменным. Это лучше. Нет, это золотая локация. Просто клондайк для сталкера. Единственная ее загвоздка в том, что попасть на нее можно только получив 3000 репутацию группировок Омега, Конукова, либо бывшая администрация ЗАТО. Ну или же просто достигнуть 75 уровня своего персонажа. Думаю, проще всего и полезнее будет набрать репутацию спецгруппы Омега. Это совет себе на будущее, сталкер. Более подробный рассказ о том, как пройти на локацию, есть у меня на канале. Можешь заглянуть, подсказка в правом верхнем углу. Спасибо за просмотр, обязательно подпишись на канал и напиши комментарий. За такую блестящую информацию ты просто не имеешь права не сделать этого. Легкой дороги тебе в Тунгуску, сталкер. Ну, проветришься, заходи.